Маша хорошо помнила тот день. Семья ждала отца к ужину, но он запаздывал, и это было на него совсем не похоже. Маша уже набегалась и проголодалась. Она пыталась что-нибудь урвать у стола, но мать строго прикрикнула и сказала ждать папу, это была у них традиция. Но вместо звонка в дверь раздался телефонный звонок. Маша не слышала, что сказали по телефону. Они обе были уверены, что звонит отец, чтобы объяснить свою задержку. Маша отчетливо помнит, как мама побелела, охнула и прямо с трубкой в руках сползла по стене на пол. Уже потом она узнала, что им звонили с работы отца, чтобы сообщить о его гибели. Сорвался с высоты. Но наша жизненная история только начинается, и в ней еще много крутых поворотов. Отец работал на стройке. По выходным они всей семьей выезжали на природу. Маленькая семья осталась без кормильца. Галина, мать Маши, тоже работала, но основным добытчиком всегда был отец. Иногда им приходилось совсем туго без крепкого плеча. В те времена Маша впервые узнала, что такое голод и бедность. Собственного жилья они купить не успели, и поэтому львиная часть заработка уходила на оплату съемной квартиры. И через год такой жизни Галина приняла решение найти себе нового мужа. И он не заставил себя долго ждать. Аркадий был старше ее на 10 лет. Ранее у него была жена и ребенок, но они бросили его и уехали жить за 1000 километров. Аркадий казался милым и добрым, рассказывал, как терпел измены жены ради ребенка. Он часто дарил подарки Маше, всячески старался расположить к себе не только мать, но и дочь. Через полгода Галина вышла замуж за Аркадия, они переехали в его квартиру и стали жить как одна семья. Но проблемы начались совсем скоро. Аркадий оказался пьющим мужчиной. Пока они не съехались, он ни разу не попадался, но теперь вся правда всплыла. К тому же он оказался наглым лжецом. Его бывшая жена с сыном сбежали от его пьяных побоев. Об этом Галина узнала от новых соседок, которые посвятили ее во все тайны ее мужа. Галина не хотела верить сплетницам и надеялась, что он возьмется за ум. Но шло время, и становилось только хуже. Супруги часто скандалили. Мать умерла, когда Маше было 15. Галине стало плохо с сердцем, ее увезли в больницу. С больницы она не вернулась. Они остались с отчимом одни. Маша старалась не попадаться ему на глаза. Деваться девочке было некуда, кроме отчима и этой квартиры у нее не было никого и ничего. Так прошло 3 года, Маша повзрослела и стала меньше бояться идти поперек отчима. К сожалению, и Аркадий заметил, что приемная дочь подросла и стал заглядываться на нее. Маша боялась попадаться на глаза и уже потихоньку готовилась к отступлению. Она подрабатывала и пыталась насобирать денег на съемное жилье. Один случай ускорил принятие этого решения. Мужчина вернулся домой нетрезвый и начал ломиться к ней в комнату. Девушка взяла сковородку, что давно была у нее под кроватью, сумки с вещами и документами, позвонила подруге Наташе и сказала, что сейчас к ней приедет. Она сидела на краю кровати, ждала, когда он перестанет ломиться. Но защелка не выдержала, и дверь распахнулась. Он навалился на нее, она резким ударом своей головы ударила его по переносице. Потом дотянулась до сковороды. Сильный удар сковородой вырубил мужчину. Маша схватила сумку и телефон и выбежала из квартиры. Оказалось, что Наташа все это время была на связи и слышала всю эту ситуацию. Подружка никак не могла успокоить Машу, которую долго еще трясло после случившегося. Чтобы убедиться, что очень жив, Маша еще раз вернулась домой. Он, как ни в чем не бывало, стоял и курил на балконе. И у нее сразу отлегло от сердца. «Я больше никогда не вернусь сюда», — думала девушка, мысленно прощаясь с этим домом и двором.
Теперь ей предстояло самой себя обеспечивать. В кафе ее взяли на полную ставку. Девушка выкладывалась на работе по полной. Здесь же, в кафе, она и познакомилась с Никитой. Парнишка был всего на 2 года старше ее. Маша была весела с ним. Никита познакомил ее со своей матерью. Девушка стала частенько гостить у них по несколько дней. Елена Петровна не слишком радовалась такому развитию событий. Она уговаривала сына не приводить сироту в дом, но тот игнорировал мать и приводил Машу, когда захочет. «Смотрите, как бы у вас собственных детей не появилось, ведь сами еще как дети», — говорила Елена Петровна. Но было уже поздно. Маша была беременна. Они расписались, и девушка поселилась в комнате Никиты уже как законная жена, а вскоре родился Максимка. Никита сразу же бросил учебу и устроился работать. Елена Петровна тихо ненавидела невестку, поломавшую сыну все планы на будущее. И в то время, как Маша и Никита были счастливы вместе и радовались своему сынишке, свекровь искала любую возможность насолить девушке. Никите надоедали женские разборки, и он все дольше задерживался на работе. Максимка подрастал, про отчима Маша почти не вспоминала, пока однажды утром по телефону не позвонила бывшая соседка. «Машенька, тут такое дело. Отчим твой помер. Надо похоронить его по-человечески, а у него никого из родных нет. Жену, бывшую сыном, мы не нашли. Вот только ты и есть. Приезжай, пожалуйста». Маша была в шоке, она никак не могла предположить, что ей придется хоронить отчима, так у него же квартира остается. Получается, она будет твоя. Свекровь быстро заинтересовалась. У него сын есть, просто они далеко уехали, и их не найти, ответила Маша. Так значит, они и не узнают, что квартира осталась. Нужно переоформить ее побыстрее и продать. У меня как раз знакомый есть, который поможет. Надежда легкой наживы подогревала интерес Елены Петровны. После церемонии похорон оказалось, что квартира принадлежит уже другим людям. Аркадий продал ее, но внезапные кончины и отсутствие денег казались подозрительными. Полиция этим заниматься не стала, а Елена Петровна была в бешенстве. «Откуда ты взялась на нашу голову, убытки от тебя одни?» Маша плакала, но даже не могла пожаловаться мужу. В последнее время она начала подозревать, что у него другая женщина. Ее подозрения вскоре подтвердились. Однажды Маша увидела Никиту, выходящим из гостиницы в обнимку с начальницей. «Елена Петровна, что же мне делать?» — жаловалась Маша свекрови. «Это ваше дело, я ничего не могу поделать». Женщину вполне устраивало то, что он променял сироту на богатую и успешную начальницу. «Думаю, тебе стоит выехать из этой квартиры. Сын сказал, что хочет развестись. Неуместно тебе будет оставаться здесь. Поищи себе другое жилье». Маше ничего не оставалось, как взять с собой сынишку, вещи и уйти. Верная подружка приютила ее на первое время. Но, к сожалению, долго жить у них она не могла. Наташа вышла замуж, и они с мужем собирались переезжать в другой город. А Маша по-прежнему работала в кафе, но уже не могла задерживаться допоздна, поскольку Максимку нужно было забирать из ясли. Уставшая, с вечными синяками под глазами, она выглядела больной. Начальству не нравился ни ее внешний вид, ни грустный взгляд. «Мне придется тебя уволить, если будешь пропускать смены и так рано уходить домой. На твое место всегда найдется десяток более бодрых и здоровых на вид девчонок», однажды заявило начальство на работе. Маша буквально разрывалась между работой и ребенком и не видела просвета в этой затянувшейся черной полосе. В тот день, когда Наташа сообщила ей, что в квартиру с понедельника будут выезжать новые жильцы, она была на грани отчаяния. А потом в кафе зашел бедно одетый старик. Ноги его заплетались, и управляющий попросил его уйти. Но Маша поняла,
что ему плохо с сердцем. «Не трогайте его, вызовите лучше скорую», — закричала она и кинулась к старику. Врачи подтвердили, что он и правда был на грани инфаркта. Они посоветовали вызвать кого-нибудь из родных, чтобы забрали пожилого человека домой. У Ивана Николаевича не оказалось родных, и Маша вызвалась проводить его домой. Он был очень благодарен девушке и всю дорогу расспрашивал ее про жизнь и семью. Так он и узнал, что девушка, спасшая его, сама находится в безвыходной ситуации. «А ты знаешь, дочка, я ведь один живу. Может, вы с сынишкой ко мне переберетесь, пока у вас жизнь не наладится. У меня места много, я вам целую комнату выделю». Вот так нежданно-негаданно пришло решение проблемы. И Маша с радостью согласилась на предложение старика. Иван Николаевич был добрым человеком и никогда не отказывался помочь с Максимкой. Она в благодарность готовила ему обеды и прибиралась в доме. Жили они душа в душу до того момента, пока старику опять не стало плохо. И пока они ждали скорую, Иван Николаевич подозвал Машу и, задыхаясь, сказал: «Дочка, я все свое хозяйство на тебя переписал. Дом твой, живите с сыночком. И еще в сарае ящик стоит, на нем инструменты сверху навалены. Все, что в ящике, тоже ваше». Скорая увезла Ивана Николаевича в больницу. На этот раз все было гораздо серьезнее. Маша проведывала его и возвращалась расстроенная. Ивану Николаевичу нужна была срочная дорогостоящая операция на сердце. Счет его жизни шел даже не на дни, а на часы. И тогда Маша вспомнила про загадочный ящик в сарае и решила посмотреть, что в нем. Она с трудом открыла ржавый ящик, а на его дне лежало кое-что, завернутое в тряпку. Она развернула и ахнула. На ее ладони лежали золотые самородки. Она не верила своим глазам. Откуда у старика было такое богатство и почему он жил так бедно? И сейчас умирал, не имея возможности оплатить необходимую ему операцию. Маша взяла часть золота и тут же помчалась обратно в город искать, кому можно продать это сокровище. А через 3 дня Иван Николаевич пришел в себя и увидел рядом с собой улыбающееся лицо Маши. «Ну что, милый человек, живы, а ведь умирать собирались. Доктор сказал, что операция прошла успешно, и вы будете жить до 100 лет. Признавайтесь, откуда же у вас такой клад?» Он рассказал, что его сын работал на золотых приисках, хранил у отца то, что добыл. Маша знала, что в этой жизни дороже золота дружная семья, частью которой теперь стал Иван Николаевич, заменивший ей отца, а ее сыну всех дедушек и бабушек вместе взятых.